Всем добрый день, это Таро прогноз, Таро предсказания для знака зодиака Лев на август 2023 года. У меня в руках колода Ленорман «Золотые мечты». Я, как обычно, достаю 6 карт, потому что это соответствует 6 осям зодиакального астрологического круга и рассматривает все стороны жизни человека. Итак, что ждет львов в августе 2023 года? Итак, первая сфера жизни, первая карта – Солнце. Нулевые вы сами олицетворяете этот солнечный знак Солнце, да, и здесь у вас выходит карта Солнца. Поэтому, конечно, ваш партнер заставит вас светиться еще больше. Возможно, ваши отношения будут радовать вас. Каким-то образом вы станете популярным из-за вашего партнера. Ваш партнер заставляет вас радоваться жизни. Даже несмотря на то, что ретро-Венера в августе, да, будет делать свой аспект в вашем знаке, все равно вы не останетесь незамеченным, потому что Венера добавляет вам обаяние красоты. К вам будут притягиваться такие же яркие люди. Конечно, у Солнца есть второй недостаток – это гордость, это эго повышенное какое-то. Поэтому, возможно, вы здесь сможете столкнуться с такими вопросами, что человек яркий, симпатичный, нравится вам вроде бы, но вы как бы зеркалите друг друга вот в этой вот львиной энергии. И два солнца не может сиять на небе, поэтому здесь, возможно, вам партнер дан для того, чтобы вы несколько притушили как бы свой излишний горделивый огонь, да. Может быть, вы своим примером будете показывать своему партнеру, как надо светиться, как надо ярчить эту жизнь. Вы можете это делать, львы. Но мы сейчас еще откроем другие карты, чтобы в целом картина у нас обрисовалась более точно относительно партнерства и всех других отношений. Карта «Компас» в секторе финансов, да, и интимной жизни – это, конечно, деньги издалека. Это иностранная валюта, какие-то вклады в иностранной валюте. Также это интимные партнеры из другой стороны, да, это какое-то спонсорство, какие-то деньги, которые поступают к нам издалека, да, либо вы, может быть, ищете, куда вам вложить деньги, в какой-то новый банк ищете, не исключено, что ваш выбор пойдет на либо какой-то онлайн-банк, либо иностранный банк, который базируется в другой стране, вот что-то здесь, либо просто вы переведете свои сбережения в другую валюту, либо ту валюту, которая у вас есть, вы уже потратите, да. И еще вот этот компас может означать, что вы захотите потратить деньги на путешествия, на поездки, особенно там, где нужно использовать компас. Например, это походы, кемпинги, скалолазание и все вот такое. Не знаю, насколько, конечно, для львов это интересно, но тем не менее, может быть, вы вот здесь вот и карта, и компас. Это все, что с этим связано. У вас будут деньги на путешествие. И даже здесь на компасе, посмотрите, опять солнце изображено. Это вообще говорит о том, что деньги будут у вас. И ваш партнер даже, скорее всего, будет помогать вам финансово. А вот это уже интересно. Здесь карта крысы. И я сразу могу сказать, что есть в вашем окружении люди, которые нечестны к вам. Они завидуют, они покушаются на ваше имущество, на какие-то, может быть, ваши знания, умения, хотят за ваш счет получить какую-то выгоду для себя. Если это не связано с какими-то людьми там и сплетнями, но что маловероятно, то, может быть, здесь у вас будет какая-то проблема с вашим транспортным средством. Будьте осторожны, если вам придется, например, ремонтировать какое-то транспортное средство или покупать, чтобы вас не обманули, чтобы вам дали вовремя гарантию, либо какие-то другие случаи, которые здесь могут еще произойти. Будьте осторожны в сфере документов, да, если вы вынуждены получать, запрашивать какие-то документы, подавать документы, сдавать какие-то экзамены, лицензии. Тоже вот среди этих людей, кто вас принимает, преподаватели, например,
или там другие студенты, они могут специально вас заваливать, специально, может быть, просить у вас больше денег, чем это требуется, либо как-то даже причинять вред вашему имуществу, да. Это, конечно, не проявлено, внешне вы это не увидите, потому что крысы же, они всегда приходят, когда никого нет, там по ночам, да, вы даже сразу можете не понять, что происходит. Но постепенно вы начнете замечать, что что-то нечестное у вас происходит в сферах жизни, вот, которые я описала. Это транспортное средство, это какие-то близкие друзья, соседи, сфера образования. Может быть, вы собираетесь в какую-то поездку или какие-то билеты у вас, переезд, что-то там тоже может быть не совсем честно сделано. Просто обратите на это внимание. Карта гора в секторе карьеры, да, но вот если в секторе карьеры выпадает карта гора, то да, конечно, путь к повышению несколько тернист, да, если вы хотите, чтобы вас повысили, а скорее всего вы хотите, потому что здесь у нас карта компас и горы, они как бы сходятся, они говорят, что, возможно, вы хотите какого-то повышения, вы хотите, чтобы вам дали новую должность, либо как-то вас рассмотрели с другой стороны, вы ищете, возможно, успеха в какой-то определенной профессии, этот успех к вам придет, но, возможно, не в августе. Возможно, в августе вы увидите какое-то препятствие на вашем пути, которое заставит несколько подождать, но вы, я думаю, на верном пути. А вот если вы занимаетесь какими-то домашними делами, я хочу дальше карту открыть еще другие. Но если вы занимаетесь какими-то домашними делами в плане обустройства жилища, то тут тоже будьте осторожны, потому что там вам могут вредить соседи, либо вот как-то, я даже не знаю, либо пока вообще не переезжать, наверное, как будто бы вот что-то у вас там, может быть, с документами, например, если вы покупаете новую квартиру, недвижимость какую-то, проверяйте, потому что по карте крысы и документам, да, вы понимаете, что может быть какие-то еще подводные камни, которые потом вот всплывут. Будьте осторожны, проверяйте все документы и договоренности. Здесь у нас карта книга, это хорошая карта в секторе общения. Она говорит о том, что вам не интересно поверхностное общение, вам нужно все основательно и четко. И вот здесь как раз книга — это интересные люди, это, может быть, вы вступите в какую-то группу, где, например, люди много читают, философствуют, какими-то знаниями делятся. Да? Вы, может быть, будете подписываться на соответствующие паблики в интернете. Вы вообще, может быть, будете много читать онлайн, блогерством займетесь. Вот это очень популярно для вас. Вы будете много слушать, читать, делиться информацией, причем такой информацией какой-то основательной, подготовленной очень хорошо. Может быть, это ваш бизнес по продаже какой-то литературы, публикаций, в том числе видео, любые дома редакторов, как правильно, издания, да, вот эти публицистические издания, журналы, средства массовой информации. Здесь вы можете быть на виду и блистать знаниями, но такими глубокими знаниями, не поверхностными. Здесь у нас карта ребенка выходит в 12 секторе. Это что 12 сектор? Сектор здоровья. Но со здоровьем здесь у вас все прекрасно, да, но единственное, что, возможно, вы подсознательно как бы представляете себя каким-то ребенком. Сознание у вас такое, как у ребенка. Но, наверное, для львов это свойственно, потому что действительно здесь у вас карта Солнца и здесь знак ребенок. Это все как бы один сектор гороскопа, 5. Вот он у нас, здесь он представлен хорошо. Вы, может быть, научитесь как-то вот, есть такие практики внутреннего ребенка, да, прощения внутреннего ребенка, когда вы исцеляете какие-то свои детские страхи, детские комплексы,
навсегда от них избавляетесь. И это очень возможно, львы, потому что по вам идет Венера, да, и она гармонизирует вашу личность, вашу внешность. Вы становитесь гармоничной личностью. Поэтому вот эти карты говорят о том, что вам не стоит, наверное, бояться прорабатывать какие-то свои травмы, обиды, страхи, и на подсознательном уровне просить прощения у своего внутреннего ребенка, вот эти все практики. Ударяться в детство, да, не бойтесь быть как ребенок. И, конечно же, карта ребенка здесь еще у некоторых может говорить о беременности, 12-й сектор беременности. Если вы уже беременны, то у вас будет прекрасная связь внутренняя с вашим ребенком, интуитивная какую-то, вы наладите связь. Или вы просто захотите детей, может быть, узнаете, что вы беременны, либо только начнете делать первые шаги к тому, чтобы стать отцом или матерью, да, и вы переосмыслите себя с этой точки зрения, какой вы мать, какой отец. Вы можете читать очень много литературы по этой теме, психология детей, там, развитие плода или просто какие-то детские книги. Если у вас уже есть дети, то тогда у вас будет прекрасный контакт, психологический контакт с вашим ребенком. Вы исцеляете ребенка своей энергией, он исцеляет вас. Это прекрасные карты здесь выходят. Как бы новое подсознание, вам как будто бы Вселенная вам дает какого-то ангела-хранителя, заряжает вас вот этой новой энергией, и у вас шанс дан, вам львы, избавиться от всего негатива, который у вас был с детства, и обновиться полностью, стать снова вот такой безгрешной душой, как ребенок. Что скажет нам карты из оракула Moonology? Так, здесь мы видим у нас две карты. Это полная луна в знаке Дева и новая луна в Козероге. Это знаки Земли, поэтому здесь очень возможно какие-то перемены такого основательного уровня. Вот здесь вот у нас Дева, например, представлена вот этим сектором, да, и полная луна, вы как будто бы, как я уже говорила, обновляетесь, выздоравливаетесь. Может быть, вы находите какого-то нового специалиста, любого человека в казенном доме, который будет заниматься вашими делами, в том числе медицина, может быть, какой-то новый преподаватель, может быть, это няня для вашего ребенка. Что-то вот у вас, те люди, которые работают на вас, что-то может здесь проясниться. А еще это климат, который вокруг вас, та атмосфера. Вокруг вас может быть и много детей, много какой-то игры, и в том числе просто вы вот сами, у вас будет благоприятная атмосфера вокруг вас, режим дня какой-то, вот как у ребенка, как в детском саду, знаете, может быть, будете спать днем. А еще здесь написано «ты you are good enough», то есть дословно перевести, если на русский язык, вы хороши, да, вы хороши, вы достаточно хороши. Поэтому, ну, прекрасно, я не знаю, что тут еще сказать. Может быть, вы как-то повышенно следите действительно за своим здоровьем, и либо вы настолько вот наладили свой контакт между телом и сознанием, что у вас какое-то исцеление происходит здесь. А новая луна в знаке зодиака Козерог говорит о том, что как раз-таки вы можете начать новое восхождение на гору, то есть вы, возможно, возьмете на себя новые обязанности, не побоитесь на работе, либо с родителями, либо там в доме, в который вы живете, вы захотите что-то улучшить, и вы понимаете, что это нелегко, но вы четко видите цель, как вам ее достигнуть. Здесь у вас такие качества, прям Козерога настоящего. И вы сможете это преодолеть, но это начало. Возможно, в августе вы начнете какое-то ответственное дело. Прекрасный расклад для вас, львы. Я желаю вам успехов и в работе, и в любви, и в вашей семейной жизни, чтобы вас крысы не подтачивали вам, не создавали вам никаких проблем, потому что вы яркий, активный человек, вы справитесь со всем. Таким людям ярким, как вы, всегда кто-то завидует, потому что вы являетесь примером, да? Иначе бы ваша энергия льва просто бы не могла существовать как нужно.
вы бы не могли выполнять свою функцию предназначения. Я желаю вам прекрасного месяца августа и до встречи на моих новых раскладах. Всем пока!